Теперь нам необходимо подготовить основание для нанесения барельефа. В качестве основы я использую лист МДФ толщиной 16 мм. В цеховых условиях по краю листа была снята фаска 5 мм. На первом этапе на основании я создаю шероховатую поверхность с помощью болгарки и металлической насадки в виде щеточки. Далее на поверхность МДФ я наношу влагостойкую пропитку с помощью щетинной кисти. И лучше эту пропитку нанести в 2 слоя с межслойной просушкой в 1 час. Наносим второй слой пропитки и оставляем основание просушиваться на 1 час. Расскажу вам подробнее о материале, который я использую в качестве основания. Это лист МДФ. С одной стороны он имеет белую глянцевую поверхность. Толщина листа 16 мм. А с обратной стороны он имеет вот такую суровую поверхность. Этот материал используется в изготовлении мебели, и приобрести его можно только в фирмах, торгующих материалами для мебельщиков. Размер листа изначально был 2800 на 2070 мм. Распиливать его можно только в цеховых условиях. Он очень тяжелый. Лист МДФ был прикручен на раму с обратной стороны. По краю приклеиваем малярный скотч. Теперь нам понадобится кельма. Я использую инструмент итальянской фирмы Oikos. Это металлическая венецианская кельма. Она очень прочная и качественная. Если вы занимаетесь художественным оформлением стен профессионально, то не пожалейте и купите себе хорошую кельму. Качественным инструментом очень приятно работать. Сейчас мы подготовим раствор для грунта основания. Для этого необходимо взять жидко разведенный клей ПВА, который я вам показывала в прошлой части мастер-класса. Гипсовую шпаклевку Knauf Uniflot, емкость для размешивания литровую пластиковую банку, деревянную палочку и мастихин. В пластиковую банку наливаем 4 мерные емкости жидко разведенного клея ПВА. И всыпаем туда 8 мерных емкостей без горки гипсовой шпаклевки. Берем деревянную палочку и начинаем аккуратно размешивать раствор. Мастихином доводим раствор до готовности. В итоге должна получиться смесь гипсовой шпаклевки густоты деревенской сметаны. Далее выкладываем раствор шпаклевки на кельму с помощью шпателя и наносим его тонким ровным слоем по всей поверхности основания. Задача на этом этапе – создать защитный слой для лучшей адгезии наносимых материалов. В этот момент нанесения не надо стараться выводить плоскость шпаклевки. Главное – качественно закрыть всю поверхность МДФ шпаклевкой, разведенной на ПВА.
Просушиваем этот слой шпаклевки не менее часа. Затем берем брусок для шлифовки. Шлифовальную сетку марки 100R. Вырезаем сетку в размер бруска. Закрепляем ее с помощью зажимов в брусок. И шлифуем основание только по краям, там, где снята фаска 5 мм, чтобы она осталась четкой по краю. Далее пропитываем слой шпаклевки пропиткой глубокого проникновения. И оставляем просушиваться не менее часа.